Далее вопрос от Виталия. Валерий Викторович, в США почтой прислали бомбы Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и в нью-йоркский офис CNN. Стоит ли за этим событием намек страновой элите, что они взорвутся, если продолжат свои действия, ведущие к мировой войне? Или же это действие самой страновой элиты, чтобы напомнить о себе электорату перед предстоящими выборами в США? Как бы то ни было, но любой электорат любит страдальцев. То есть, если кого-то преследуют за правое дело, то надо поддержать. И ситуация сейчас очень серьезная. Кто выиграет на этих выборах в Конгресс и в Сенат, тот, в общем-то, и будет управлять страной. Задача американской страновой элиты, чтобы проиграл Трамп. Задача Трампа, чтобы выиграла глобальная элита в Соединенных Штатах. Она внутренняя, но она глобальная. Вот. И глобальщики, раскручивая истерию против Трампа, глобальщики, прошу прощения, страновики, оговорился. Вот. Страновики, раскручивая истерию против Трампа, исчерпали весь механизм воздействия. И им показалось, что вот разослав вот эти все бомбы, они выиграют. Как же так? Нас сторонники Трампа запугивают. Они нам угрожают бомбами. Так вот, как находят таких сторонников? Кстати, это имеет непосредственное отношение и к расстрелу в Керчи. Значит, очень часто бывает ситуация, когда какая-то разведка не может завербовать себе агента, представляясь, собственно, на себя. И поэтому, вот, например, советская разведка некоторых агентов вербовала от имени, скажем, британской разведки. То есть какой-нибудь генерал гитлеровской армии, воюющий против Советского Союза, ни за что бы не пошел на сотрудничество с советской разведкой. А с британской разведкой он пошел. Он дает информацию британскому разведчику. Так вот, для совершения терактов достаточно часто используют именно этот момент, когда, используя круг интересов человека, ту сферу, которую нужно дискредитировать, к этому человеку подходят именно со стороны той идеологической оболочки, вернее, в той идеологической оболочке, которую он приемлет, для того, чтобы он донес разрушительную, разрушающее воздействие и выполнил свою задачу. Вот, то есть найти человека, которого можно спровоцировать вот на такие последствия, у которого будут ярко выраженные, там, скажем, протрамповские настроения, но очень невысокого понимания, и представиться ему, что там надо сделать, обосновать то или другое. У различных спецслужб провокация — это вообще как за здрасте. Вот у нас сейчас разворачивается новое величие дела. Вот. Это вообще бред. Вот. Так вот, пришли, сделали, и делают это не только государственные структуры, это и бандитские разборки, это вот в детективах постоянно можно посмотреть и прочее. То есть это расхожий такой момент, как это использовать. И вот что сделали, разослали бомбы. Кстати, в Нью-Йорк Таймс послали бывшему главе ЦРУ Бреннану, а не в саму редакцию. Вот. Поэтому вот на этом основании там, значит, идет полномасштабная шумиха, но эта шумиха может быть при грамотном использовании и противодействии полностью переработана в обратную сторону против страновой элиты. Они, вот понимаете, что было сделано? Все бомбы были посланы путем, при котором то, что бомбы не дойдут до адресата, а будут перехвачены на входе, было однозначно понятно. Просто однозначно. Но не было шанса пройти контроль.
прежде чем посылку передадут адресату. Всегда попадала прямо на это. И это было сделано специально. И бомбы-то какие были? Маломощные, с каким-то порошком, который был потом признан безвредным. То есть, чтобы, был какой-то муляж, было что-то такое использование, но это они по полной программе использовали против Трампа. А вот Трамп, в принципе, при правильной постановке, при нормальной организации распространения общества через социальные сети, может это использовать против страновой элиты. Они сами себя переиграли. А как вы прокомментируете стрельбу в американском Питтсбурге? Можно было сразу продолжать. Дело в том, что это непосредственно относится к тому, что происходит сейчас. Вот с этой американской страновой элитой и попыткой скинуть Трампа. Не секрет, что американская еврейская диаспора в Соединенных Штатах, она во многом играет на стороне американской страновой элиты. Делает она это по разным причинам, в том числе для того, чтобы надавить на Трампа и получить большую выгоду, больше гешефт для себя. Вот. И в этом отношении они заигрались. Надо где-то остановиться. И поэтому им был послан сигнал. 11 убитых, может, есть эти 11 убитых, может быть, нет этих 11 убитых, а может быть, они появились другим способом, но цифра 11 – это припечатано. И все бы ничего, можно было бы что-то списать, если бы первое сообщение о предъявлении обвинений вот этому питтсбургскому стрелку не было бы о том, что ему предъявлено обвинение по 11 пунктам. Опа-на. Ребят, может быть, это все обвинение, потому случайно совпало. Так нет же. Проходит буквально очень короткое время, и ему уже предъявлено обвинение по 29 пунктам. Что-то у нас с математикой, а? 2 плюс 9. А вот это уже никак не спишешь на случайность. То есть дважды показали, кто стоит за этим терактом. Выбор человека, который все это сделал, показывает: кончайте игру против Трампа, иначе будете обрезаны. В другом месте. Все, доигрались. Сигнал конкретный.